Доброго времени суток, дорогие мои рукодельницы! Это общее видео по вязанию спицами болеро. Начну с того, что схема вязания этого болеро классная, универсальная и, можно сказать, всеразмерная. Вязать болеро по этой схеме можно практически на любой возраст. Главное подобрать пряжу и спицы. Так болеро выглядит. При этом в завершении вязания спицами низ можно не соединять таким образом перед, спинка и рукава, а продолжить, и получится не болеро, а пончо. И затем просто край весь обработать либо таким же способом, либо просто обвязать крючком. А теперь именно про это болеро. Высота у меня общая получилась 34 сантиметра. Ширина низа 32-33 сантиметра. Ширина рукава 22 сантиметра. Для вязания данного болеро я использовала пряжу Alize Lana Gold Fine. Это полушерсть, 100 грамм на 390 метров. У меня ушло 1,5 мотка, это то, что осталось от второго. Обязательно очень удобные спицы. Это спицы у меня номер 2,5, длина их 80 сантиметров. Затем обязательно дополнительные спицы, если вы будете вязать как болеро, чтобы перекинуть петли. И также спицы номер 2,5, ими я вяжу по кругу край рукавов. Естественно, пуговицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 у меня получается. И также можете использовать атласные ленточки, стразинки, бусинки. То есть украшения все полностью на ваше усмотрение. Померить данное болеро мне удалось на девочку 7 лет. Вот данная фотография. Обратите внимание на длину рукавов, как относительно локтя руки находится. И затем на девочку 9 лет. Также вот фотография. Основной размер, от которого следует отталкиваться при вязании такого болеро на большие либо меньшие размеры и вязании другими спицами и пряжами. Это образец можно провязать платочная вязка. Платочная вязка, здесь провязывается планка. Высота у меня получается 26,5 сантиметров. Здесь 94 ряда по схеме. И получается примерно на 10 сантиметров у меня 35 рядов. А ширина планки 10 петель у меня 5 сантиметров. Итак, если вязать на большие размеры, в принципе данная пряжа подойдет. И в завершении вязания не соединяйте так, а вяжите прямо полностью, и у вас получится красивая оригинальная пончо, либо просто накидочка. Если вязать такое болеро на меньшие размеры, тут существует два варианта. Первый вариант – брать спицы и пряжу меньшего размера, пряжу меньшей толщины, но обязательно учтите, чтобы спицы были очень-очень удобные. Я эту пряжу начала вязать спицами номер 2, мне было очень неудобно, я вязание распустила и вот перешла на хорошие спицы номер 2,5, но моя задача, главное, показать вам сам процесс вязания этой схемы. И второй вариант – брать такую же пряжу, вязать тоже спицами номер 2,5, но просто вязать меньшей высоты количество рядов. Итак, как это можно сделать? Скажем, нам следует вязать изделие длиной 20 сантиметров. Вот кладу метку на 20 сантиметров по планке. Воротничок такой же высоты
вяжем. Затем помним, что планку надо нижнюю еще будет связать. 2 сантиметра отмечаем. Примерно, можно больше. Я отмечаю в данном случае по этим ребрам. Отметила общую длину около 20 сантиметров. Затем подобрала ребро. И смотрите, что на этом этапе. Где вторую спицу поставила, также отмечаю. Вот он, раппорт узора заканчивается здесь. И в этом месте нужно будет продолжить вязание уже не как предлагается дальше по схеме, а в этом месте вязать 2 вместе накид, как и здесь начинается с 73 ряда. Обратимся к схеме. Смотрите, по схеме у нас накид, скрещенная лицевая накид выполняется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И после 9-го раза вяжется эта сетка. На изделии, где эти места? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И где 9-й ряд? Это получается 71 ряд. И затем 75 ряд уже вяжется сама сетка. Поэтому, смотрите, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И здесь уже начинаем вязать в центре не лицевые, а вяжем 2 вместе накид по аналогии, как начиная с 73 ряда. И так далее. То есть в этом месте уже длина изделия вот будет около 20, уголки 2 раппортов, ширина 25, а если вязать такую же планочку, здесь будет изделие уже шириной около 22 сантиметров. И, соответственно, также сами рукавчики уже будут меньшей ширины, они здесь будут около 13-14 сантиметров. И на что обращаю ваше внимание при вязании данного болеро для маленьких ребятишек, допустим, такой длины, вставляйте здесь атласную ленту, одевайте, примеряйте, а затем эту ленту на изнаночной стороне пришивайте простой иголкой и простой ниткой. И для вашего удобства я разделила процесс вязания спицами такого болеро пончо на несколько видео. При этом не в этом общем видео, а в процессах вязания данного болеро я для вашего удобства сделала следующий момент. То есть где-то посередине, если видео смотрите на ютубе, будет слово «Еще» большими заглавными буквами. Нажмете на него, откроется описание. И в этом описании будет раппорт такого-то ряда узора и цифры. Если вы нажмете на цифры, вы автоматически перемотаете видео на вязание раппорта такого-то ряда. Первые несколько рядов я начинаю вязание, затем раппорт узора повторяется 8 раз. А после чего я перехожу на вязание раппорта 10 раз. И чтобы вам все видео не отматывать, вы будете просто нажимать на эти цифры и вязать вместе со мной раппорт узора 8 или 10 раз подряд. В комментариях, конечно, напишите, насколько удачна эта идея с автоматическим перемотом на раппорт узора. И следует ли мне применять ее к следующим видео. Обязательно ставьте класс к этому общему видео и к каждому процессу вязания этого чудесного болеро. А чтобы быть в курсе всех моих новых видео, подписывайтесь на мой канал и вступайте в наши группы в социальных сетях. А связав вместе со мной такое чудесное, интересное болеро пончо спицами, присылайте фотографии ваших работ. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!